Всем привет! Мини-бусовая рубрика. Если в прошлый раз мы сравнивали мой автобусик Town Ace с Town Ace поновее, который уже ной. Кто не видел видео, переходите в подсказочку. Или в описании тоже положу эту ссылку на это видео. Но сегодня мы будем смотреть самый необычный минивэн, можно сказать, за всю историю автомобилестроения. Ну да, конечно, там еще были всякие, но, извините, такого широкого распространения, как вот этот, они не получили. Будет видео про Toyota Estima, но не про ее полноразмерную версию, которая еще имела название Previa и выпускалась преимущественно на американский рынок, ну то есть с левым рулем, но у нас будет именно версия JDM-ная, то есть та, которая выпускалась для внутреннего рынка Японии, которых было две, которые были внешне немножечко разные, но технически одинаковые. Toyota Estima Lucida и Toyota Estima Emina. Они были чуть-чуть поменьше, буквально на 15 где-то сантиметров покороче и буквально на 11 сантиметров поуже. Но это вот все связано с японскими налоговыми нормами, из-за того, что у них от длины, от габаритов автомобиля все зависит. Так вот, у нас, в частности, Estima Lucida. Но это, опять же, не критично, как я уже сказал, технически они одинаковые. Давайте я вам сейчас расскажу, насколько она специфическая. Когда я выбирал себе микроавтобусик, я рассматривал и Estima тоже. И вы знаете, если техническая вот сторона микроавтобусиков, вот таких таунайсов бескапотных, кажется необычной, то когда вы сейчас узнаете, какая необычная техническая составляющая в Estimах, вы офигеете. По крайней мере, меня этот момент, на самом деле, вот честно признаюсь, остановил от покупки, потому что ее необычности для меня было чересчур. Машина, конечно, очень красивая, очень своеобразная. Серьезно, таких аналогов у других автопроизводителей, на самом деле, ну, я говорю, назвать сложно. Только вот были в свое время американские такие вот какие-то странные образцы. Конечно, габариты не слабые, да, то есть у нас даже укороченная, как я сказал, версия, она все равно 4,7 метра длиной. Для японцев, на самом деле, такие тачки кажутся вообще огромными. Это же все-таки не американцы. То есть вот когда они ездят в потоке, почему-то микроавтобусики типа таунайсов кажутся крупнее. На самом деле неправда. Они реально одинаковые практически, вот, что в ширину, что в длину и все. Кажется снаружи, да, что он тоже бескапотный. То есть у моего бусика вот эта часть, это по сути фальш-капот. Кто не видел, что под ним, я вскрывал эту часть, и можно увидеть, что под ним. Тоже переходите в подсказочку в ролик про мой бусик. Там есть этот кусочек как раз, что там внутри. Но здесь это функциональная штука. Здесь это действительно капот. То есть мы его можем открыть. Кстати, палочку можно не использовать, можно использовать дворник. Итак, капот здесь, конечно же, капот. Ну, то есть его можно открыть, но он не содержит двигатель. Двигатель, как я уже сказал, там внутри. Он посередине машины, под полом, двигатель находится там. Но что же тогда здесь находится? А здесь, ребят, находится навесное, радиатор и аккумулятор. Это очень необычно, это реально технически очень необычное решение. Здесь установлен отдельный кронштейн, отдельный такой каркас, на котором размещено навесное. Размещен вот здесь вентилятор, получается, вискомуфта, генератор, соответственно, гидрач, то есть навесное, все размещено здесь. Оно соединено между собой ремнями, но крутится оно все тоже, конечно же, от двигателя, но от двигателя идет своеобразный вал. Он, по сути, так и называется, вал навесного оборудования, да. Как бы карданная такая передача с двумя такими эластичными муфтами, которые, между прочим, крепятся 4 болтами с одной стороны. Ну вот между ними, получается, 4 болта с одной стороны закручиваются, и между ними 4 болта с другой стороны закручиваются. Я вам картинку приложу. И вот это дело имеет свойство разбалтываться, вроде как, по крайней мере, как мне говорили владельцы Estimок. И если это дело разбалтывается, вот эта вся часть, вот этот весь каркас с навесным начинает вот так вот колбаситься жестко все это дело. Напишите в комментариях, правда или нет. Кроме того, вся эта штука навесная держится на своих отдельных подушках, мотор на своих, это на своих. Плюсами такой компоновки могу назвать то, что аккумулятор очень хорошо доступен. Ну, то есть, получается, не как у меня в бусике в салоне он находится. И радиатор тоже хорошо доступен. По крайней мере, перед ним можно картонку поставить зимой. У меня вообще хрен подберешься из салона к радиатору. Надо лезть через яму, и то там пространства не особо-то много. Почему-то они не сделали выход к подвеске, то есть замена
стоек, замена стоек производится из салона. Удивительный момент. Мы вам открыли два лючка. В отличие от моего микроавтобусика, здесь открываются два лючка с двух сторон. То есть можно поднять оба сиденья, водительское и пассажирское, и открыть лючки. А, конечно, многие операции все равно придется производить либо с ямы, либо снимая вот эту верхний кожух, болты откручивая, потому что, ну, этих лючков на самом деле недостаточно. До турбины, например, не доберешься, вон она вот там вот находится. То есть в любом случае какие-то сложности есть. Ну, конечно, некоторые моменты есть легче, чем у меня в автобусике. То есть, если, например, у меня мозги мотора находятся вот в стойке двери, ну вот в стойке вот здесь вертикальные, то здесь они находятся в отдельном коробе. Сейчас скажу то, от чего вы охренеете, да? В то время они почему-то не могли додуматься поставить просто оппозитники. Ну, наверное, потому что дружба с Subaru, то есть когда они их выкупили, случилась намного позже. Потому что мотор им пришлось в прямом смысле положить на бок. То есть угол наклона, да, 75 градусов, это уже реально не какой-то угол наклона, это просто мотор лежит на боку. У него даже своя собственная специфическая система смазки там сделана, чтобы учитывать вот именно такое положение двигателя. Если у нас, допустим, обычная Истима, да, которая превия большая, полноразмерная, в ней могло быть только бензиновые моторы. 2.4, он мог бы быть атмосферный, а мог бы быть с компрессором. Это вообще, в принципе, вот этот 2TZ, вот этот двигатель, он, в принципе, был разработан для этого минивэна. Его нигде больше не использовали. Это был мотор конкретно под эту машину. У него, соответственно, в атмосферном варианте 135, там где-то так, лошадиных сил и 160 в компрессорном варианте. Еще поискать надо на самом деле, я бы так сказал, еще поискать надо. Но какой вот здесь был минус? Во-первых, не было дизельных вариантов, а во-вторых, не было механических коробок. Так вот, и то, и другое есть в GDM-ных версиях. Японцы для себя все равно делают получше. Так вот, у нас дизельный как раз мотор, автоматическая коробка, правда. Механика на них на самом деле редкость, очень трудно найти. Я потому что искал именно механические версии, и было найти очень сложно. Так вот, у нас дизельный вариант мотора. Он тоже бывал либо турбовый, либо атмосферный. Атмосферный, соответственно, победнее. У нас турбовый вариант. 3CT. Про турбодизельный мотор очень часто говорят, что его главный минус — это перегревы. То есть у него ведет головку, трещины в ней образуются и прочее. В случае с люсидами это даже на самом деле, мне кажется, еще сильнее важно, потому что такая вот компоновка, такое положение мотора, по сути, в салоне еще более тепло нагружает мотор. Но, тем не менее, они очень популярны в дизельном варианте, 2.2, объем 100 лошадей. Дизельный вариант — это реально тяговитая машина, потому что, сами понимаете, здесь будет много народу ездить. Она сама по себе нелегкая, тяга здесь нужна. А если тем более на полном приводе, а если еще учесть нереальную ее жручесть, серьезно, ребят, когда я вот рассматривал люсидики, да, приходил к владельцам, они мне первое, что говорили, они все говорили, вот честно тебе говорю, жрет как тварь, просто никак не в себя. Так вот, дизельный вариант как раз на удивление более-менее экономичный. Как раз ему, особенно в турбо-варианте, ему вот не надо прямо вот много жрать для того, чтобы ехать. Перевести на механическую топливную аппаратуру в случае с 27-летней машиной без пары лет old school, это на самом деле неплохой ретюнинг. Я имею в виду в плане надежности, долговечности, ремонтно-пригодности мотора. Конечно, там есть минусы в плане, глюков с тахометром, но, ребят, кому это важно, если у вас тачки столько лет? Вы бы видели впускной коллектор у бензинового варианта. Он такой вот, наверное, он полуметрового такого вот длины впуск. Вот реально, вот я вам приложу картинку, он вот такой. Так что именно вот из-за этого машина считается очень специфической, очень странное техническое вот такое устройство. Но зато в машине офигенно просторно. Они в следующем поколении наконец додумались до того, до чего почему-то не догоняли раньше. То есть, наконец им пришло в голову, что если у них цель одна единственная — сделать просторный салон с плоским полом, почему не просто сделать машину переднеприводной, да? Вот потом до них это дошло. Я когда приходил смотреть такие люсидки, я спрашивал у владельцев там, какие вот недостатки, там что-нибудь. Знаете, какой они мне недостаток первый прямо практически называли?
ручник, расположение ручника. Он вот здесь, возле водительской двери. То есть вот прикиньте, да, ты, значит, реально остановился, все, припарковался, дернул ручник, и потом вот так через него вылезай, выбирайся. Ну вот есть такой вот недостаток. Мне немножко непонятно, если у меня в автобусе тоже расположен мотор под сиденьями, тоже вот он вот тут вот как бы, да, внизу, но у меня ручник они сделали посередине, между передними сиденьями, как обычно, классический. Я не знаю, зачем вот уж прям уж надо было так вот выкрутиться, но вот так. Одна из таких вот странных особенностей. Еще странные особенности, погнали. У него есть здесь специальный лючок под домкрат в салоне. И воздуховоды печки идут назад не как вот у меня, они идут поверх, ну, как бы под сиденьями, поверх туда вот так. И еще сверху они так идут. Здесь они сделаны в дверях, в дверных картах, ребят. Смотрите, вот отсюда оно, значит, дует, проходит вот сюда, в дверь, и дует вот здесь на стекло. Внизу воздуховод, вот он выходит здесь, заходит в дверную карту и выходит вот здесь. Ну, оригинально же, ё-моё. Вот это, кстати, прикольная придумка. Писалки, омывайки находятся прямо внутри дворников. Полноприводный у меня и стимчик. По снегу-то смотрите, как мы преодолеваем. Ух. Кстати, гидрач у него, по-моему, явно лучше, чем у меня в автобусике. Вот что значит лифтованный тачан, а? Дизель, ух! Ё-моё, вы посмотрите, а? Боком валить можно, а? Можно? Дизеляка, ах ты дизеляка, турбодизеляка. Слушай, а как заводится по морозам-то? Хреновенько или ничего так? 20 уже, все. Ну в 20 уже до свидания, Я не хочу да? уже ее заводить. Уже лучше не пытаться, да? Не, ну дополнительный прогрев поставить, если, да и все нормально будет, правильно? Да, он просто стоит. Это котел. Ну у меня тоже, кстати, котел, я, в принципе, нормально. Собрался куда-то ехать, котелок воткнул. Ну, Все. ну, конечно, дизель по сравнению с бензином шумнее, это однозначно шумнее. Все так, типа, высоко сижу, далеко гляжу. Здесь все-таки более легковушечное ощущение. Обзор охренеть. Просто у меня, можно сказать, стекло начинается почти что над головой. Просто целая куча стекла. Полный привод, ребят, у Steam постоянный считается. То есть, соответственно, не думайте, что здесь слишком большие возможности. Еще один нюанс, именно касающийся Steam. У них геометрическая проходимость, ну как я рассуждаю, не сильно хорошая именно, во-первых, из-за двух вещей. Из-за длинной колесной базы, 2,8 с лишним метра, мотор находится посередине машины, вот он здесь находится. И получается, вот именно там вот ты, допустим, переваливаешься через горку, именно там, можно сказать, поддон. Хотя, опять же, народ ставит защиты, народ ставит всякие там какие-нибудь пластинки, что-нибудь такое приколхаживает снизу, чтобы можно было вполне себе преодолевать. Подвеска, конечно, очень мягкая. У меня реально автобус по ощущениям более разболтанный такой. Ну, как бы он такой весь вот такой, а тут все равно подвеска такая более стабильная. Ну, Макферсон все-таки, а не какая-то там танковый этот торсион. Дизайн — это самый главный плюс этой машины. Итак, мое величество на месте. Секундочку. Как видите, здесь такие вот сиденья. Конечно, у бусиков тоже бывают версии с капитанскими сиденьями. Можно ходить между сиденьями, есть проход. Они, во-первых, вращаются, естественно, их можно ставить в разные стороны. Место здесь совершенно не меньше, чем в автобусике. Его, по сути, и придумывали вот в таком форм-факторе. Для этого и запихивали мотор под низ. Для того, чтобы иметь вот такой просторный салон и вот такой космический внешний вид. Конечно, они бывали версии без люков, но таких очень редко встречается, потому что всегда все хотели, чтобы здесь были люки. И вот эти окошки, они открываются по форточному, ну, в автобусике у меня также, то есть просто отодвигаются, только немножко их нельзя укатить вниз. Поэтому наличие люка здесь очень важно, ну, понятно. Я, конечно, понимаю, чтобы их найти в офигенном состоянии, это еще даже сложнее, чем найти бусик в офигенном состоянии.
Но, блин, ну, необычная модель. Все-таки, ребят, необычная. Обязательно пишите в комментариях, что вы про нее думаете. Я вам сейчас покажу переднюю часть. Про торпеду я еще не сказал. Она вообще клевая. Люки, кстати, не только вот так открываются, задвигаются. Их еще тоже можно открыть, но мы, пожалуй, не будем. Все-таки морозильник. Я попробовал, стекло явно примерзло. Короче так, смотрите, если в бусике у меня, по сути, обычная торпеда, да, ничего особенного. Ну, так и все. Ну, ничего особенного. Даже... Можно сказать, рычаг коробки, да, всегда расположен в обычном месте. У меня и ручник здесь расположен. Здесь про ручник я вам уже сказал, да. То есть у меня все вот здесь, все обычно. Здесь все необычно. Вы посмотрите, как прикольно сделано. Вот эта вот штука, многие вообще смотрят, думают, да что такое вообще? А это вот просто дефлекторы. Смотрите, когда их закрываешь, решеточка сливается, гляньте. То есть, когда они закрыты, решеточка типа слитная, вон, видите? Типа раз, открыл, вот. Все, видите, эти линии, они все время совпадают. Блять, ну так, типа, клево. А здесь, конечно, бывает и совсем шевелилки, да, вот так вот прям. Но у нас, как я уже сказал, комплектация побогаче, джишечка все-таки. Здесь у нас вот такие вот есть, вот такие и кнопочки. Напишите обязательно в комментариях, какой вы считаете основной минус у подобных машинок. Мне кажется, здесь основной минус, кроме технического вот такого специфичного, ну, вот, устройства, это то, что у нее очень большая площадь остекления, прям очень большая, и она может вполне себе считаться холодной машиной, особенно в дизельном варианте. Но, ну, как знаете ли, как всегда, если раскочегарить тачку, нормально протопить, будет, в принципе, нормально. Панорамное остекление, понимаете, вот я сижу, у меня стекляшка вот так вот по кругу идет, по сути, боковые стекла, здесь эти большие треугольные вставки, здоровенная лобовуха, вот такая прямо покатая, как будто у меня вот такой экран. Вот такой экран обзора. Мне хотелось бы, конечно, чтобы здесь было бы тоже каких-то побольше мест, куда что-нибудь можно было класть. Вот в этом пустом пространстве бывает расположен холодильник. Ну вот как у меня в бусике тоже, вот у меня версия без холодильника, у меня здесь просто пусто, да. То здесь вот тоже пусто, здесь версия без него. Но бывает версия с холодильничком. Ну, ребят, опять же, холодильничек этот, как всегда, на 2 баночки 0,33. Ну... Больше так номинально, знаете, чтобы в спецификации написать: о, версия с холодильником. Это были те года, вот когда дизайнерам Toyota развязали руки и сказали: фантазируйте вовсю, да, делайте, что хотите, лишь бы там только что-нибудь как-нибудь привлечь внимание к фирме, да. И вот они старались. И бусики делали такие необычные, и вот такое вот что-то соорудили. Так что лайк. Прикольный момент, которого нету у меня в бусике. Вот смотрите, как я вам уже показывал, да, сиденье можно крутить туда-сюда. Так вот, если ты сидишь обычно, вот как я сижу сейчас, можно пристегнуться вот обыкновенным ремнем. Ну вот как обычно, да. Ну а если ты сидишь лицом сюда, у тебя же ремень, получается, остался здесь, но ты все равно не остаешься непристегнутым. У тебя есть вот такой хотя бы поясной ремень, вот он. Видите, вот отсюда шик и сюда пристегнулся. У меня в автобусике такого нет, и я все время недоумевал. Почему? Ну, что-нибудь-то надо было же придумать. Ну вот, получается так. И, кстати, вот такой ручки на выходе из пассажирского отсека у меня тоже нет. Огромная лампочка в салон. Она, хотя, конечно, расположена не по центру, но в любом случае величина ее очень впечатляющая. Багажник здесь, смотрите, я прям сразу меряю, показываю. Смотрите-ка, багажник реально точно такой же, как у моего бусика. 60 сантиметров, то же самое. Но, опять же, как и у меня в автобусике, здесь тоже можно складывать задние сиденья. Я не буду их складывать, потому что у нас здесь детские кресла прицеплены, но я померяю расстояние до второго ряда сидений. 140, вот здесь практически то же самое. Ну ладно, хотя бог с ним, сложил я вам одно сиденье. Смотрите, то есть видите, оно также складывается по боковым стенкам. Реально, вот, все, пожалуйста, большой багажник. Обратите внимание, какие нюансы, в отличие от бусика у меня. Все-таки либо здесь высота спинки чуть-чуть побольше, потому что у меня, в принципе, ну опять же, у меня более квадратный кузов, опять же, да. Здесь более округлый кузов, вот очертания багажника. То есть, видите, подголовник здесь немножко выходит за уровень, да. То есть, дверь, получается, когда захлопнешь, она, в принципе, его прижмет, так что, наверное, закроется. Но у меня-то они свободно туда складываются, без, ну, не надо вынимать подголовник, оно, в принципе, и так упаковывается. И у меня на отдельную штучку крепится, а здесь сиденье держится ремешком за ручку, и ручка испытывает нагрузку. Я даже вижу, что они начали уже
вываливаться, потому что реально, ну, кресло тяжелое и всего лишь за ручку держится. Вот это, конечно, немножко недостаток. Могли бы уж какой-нибудь дополнительный тоже крепеж, как в бусике, предусмотреть. Но тем не менее, опять же, все можно сделать. Минивэн, все полноценный. На прямом участке я, ребят, нажал сейчас педаль в пол. Слушайте, а вот сейчас поехали как-то, мы поехали. Может быть, я просто осторожничал из-за того, что мотор шумный, и мне кажется, что я и так уже прямо наваливаю. А я вот сейчас прямо втопил. Ух! Соточку мы набрали вполне. Выводы у меня такие, которые я изначально думал, что у меня будут. То есть я такие впечатления от машины и ожидал. От моего микроавтобусика отличается только тем, что сидишь более по-легковому. Динамика примерно та же, ощущения от габаритов примерно те же, но самое-то главное, необычность машины намного выше. Ну, кстати, точно такой же длинная оглобля, не вмещается в дорогу, бляха-муха. Ой, да. Тёма, как тебе сзади на задних сиденьях? Я надеюсь, вам понравилось это видео. Я уверен, что эта модель многих интересовала. И даже просто для кругозора, для повышения какой-то образованности, для знакомства с какой-то историей автомобилестроения, это видео будет полезно. Так что я вам и дальше буду пилить всякие классные ролики с необычными тачками. Подписывайтесь на канал обязательно, спускайтесь в описание, там все ссылки очень полезные, очень интересные, очень важные, ничего не пропускайте, переходите по подсказочкам и всем пока. Я с удовольствием сегодня время прям провел. Ну, маленечко еще тогда сдвинься. Так, да? Вот так вот, да.